Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами обрабатываем очередную заготовку из двух половинок. Я ее называю юла. Я покажу, как обтянуть сатином. Можно использовать шелк или любую тонкую ткань. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится сама заготовка. Заготовка у меня юла 8 сантиметров. В прошлом видео я показывала, как соединить две половинки и прикрепить вешалку. Ткань у меня отрезок именно на 8 сантиметров, получается квадрат 31 на 31 сантиметр, и использую я сатин. Также можно использовать атлас и шелк. Мне также понадобится кисточка, немного вот такой ленты для обработки. И здесь я уже подготовила ленты на бантик. Как делать такой бантик? Так, вот он, вот он, вот. Я уже показывала на канале, у меня есть там зеленого цвета, и ссылку я, конечно, оставлю. А сейчас приступим. Для работы я буду использовать нейлоновую нитку. Она очень-очень крепкая, и мне это подходит. Беру заготовку и укладываю ее в середину. И примеряю, хватает ли мне со всех сторон ткани. Если я убедилась, что хватает, беру два края противоположных и начинаю складывать складочки. Это, в принципе, почти то же самое, что мы делали с вами с шарами. И вот так вот аккуратненько пытаемся все уложить. Перехватываем другой рукой и делаем складочки в другую сторону. И также вот последний край этот красиво укладываем. Перехватываем рукой, берем нитку, она у меня очень крепкая, и завязываем. Вот так утягиваем. И делаем несколько закрепок. И вот что получается. И теперь нам надо подтянуть, обработать все вот эти складочки, чтобы у нас ничего не торчало. И берем, и вот так каждый сантиметр мы начинаем утягивать. Тянем в сторону, хватаем вот сюда, не вот где-то вот здесь, а как можно ближе к заготовке. И вот так прорабатываем все складочки. Постепенно у нас нить немного ослабнет. И мы затем еще один или два раза прокрутим все вокруг. Вот уже лежат намного лучше. Снова берем нитку и еще сильнее утягиваем. Вот так вот. И вы видите, вот эта нитка уже ослабла, которую мы завязывали первую. И снова делаем несколько закрепок. Для надежности завязываем несколько узелков и снова идем прорабатывать все складки. Вот все утягиваем, чтобы у нас все лежало ровно. Один край у вас получится больше, другой меньше, но ничего страшного. Главное, чтобы вот так проработать все вот эти вот, чтобы вот такого вот не было. Все складочки можно даже вот так в сторону их чуть-чуть и все затянуть. И продолжаем работу. И если вас все устраивает, отодвигаем вешалку и лишнее вырезаем. Обязательно вешалку отодвигаем, чтобы не отрезать. Иначе вы испортите, можно сказать, всю свою работу. Самое большое отрезали, и теперь делаем наверху платформу. Пальчиком прижимаем вешалку, как я уже говорила, чтобы не отрезать. И вот так по кругу все выравниваем.
И затем подрезаем уже, чтобы у нас ничего не торчало. И продолжаем работу. Теперь берем зажигалку и все поджигаем, опаиваем, закрепляем. Вот вы видите, все закрепляется. И ничего у нас не распустится. Обрабатываем верхушку заготовки, чтобы у нас все было красиво. Наносим клей, и я приклеиваю стразы на силиконовой основе. И вот здесь я вижу, что мне надо будет немножко подрезать. Поэтому беру ножницы и аккуратненько все подрезаю, чтобы была ровная платформа. Теперь приклеим кисточку. Кисточку я приклею на швы, где буду подклеивать стразовую цепочку на силиконовой основе. Кисточку разрезала на две части, верхнюю часть, и подклею. Сначала одну часть и затем вторую. Теперь берем стразы на силиконовой основе и примеряем, немного оставляем припуск и примеряем вот кисточки, где нам надо вырезать, чтобы пропихнуть, просунуть кисточку, чтобы она у нас была в середине. Вот я тут вырезаю один страз. Теперь я одеваю кисточку, вот именно вот, чтобы все было посередине. И у нас получится с одной стороны и с другой стороны. И здесь у нас все замкнется. Вот вы видите, кисточка у нас получается посередине. Я все придерживаю, смотрю, где мой шов, вот он. Наношу клей и подклеиваю. Аккуратно наношу и укладываю посередине. Одну часть я закрепила, перехожу к другой. Отодвигаю ленту, наношу клей и укладываю ее ровно вот так. И здесь все замыкаю. И теперь, когда я все закрепила, продолжаю работу. Наношу клей и так же, как мы клеили все в шарах. Ничего сложного. Около верхушки лишнее подрезаем и все вплотную подклеиваем с одной стороны и с другой. И если вы также делите, как и я, на 4 части, то прикладываем к центру и вот смотрим, ровно ли у нас все лежит. Если да, отмечаем иголочками. Не прокалываем полностью, а просто отмечаем. Теперь, не отодвигая ничего, придерживаем пальчиком и наносим вот клей вот сюда. И все подклеиваем. Даем закрепиться. И теперь продолжаем работу. Наносим клей на стразовую цепь на силиконовой основе и примеряем по иголкам, по краю. И продолжаем работу. Юла у меня украшена, и мне остается подклеить бантик. Такие бантики мы с вами делали, ссылку я оставлю. Наносим клей на одну из частей. Я наношу клей как на ткань, так и вот на верхушку, чтобы хорошо подклеить бантик. И подклеиваю бантик. Даю закрепиться. И чуть не забыла. Верхушку я, конечно же, украшу камнями. Как мы делали с вами вот предыдущие шары, я также все оформляла. Сейчас у меня подклеится бантик, и я все это заполню. Я нанесла клей, все заполнила, и теперь лишнее просто стряхиваю. И у нас красивая макушка. И, конечно, не забываем подклеить бантик к
к верхушке наносим немного клея. И вот этот нижний бантик подклеиваем, чтобы спрятать всю некрасивую часть. Хотя все красиво, но так будет намного лучше. Делаем это с одной стороны и с другой стороны. Вот теперь у нас задняя часть чистая и красивая. Моя юла обработана, бантик приклеен. И, конечно, я украшу все стразами. По-моему, получилось просто шикарно. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.